Вы знаете, вот следующее слово я попрошу сказать Надежду Васильевну Потехину, начальника лаборатории материаловедения НИИ НПО «Луч» Росатома. Я хочу сказать, что, вы знаете, вот мы говорим о материалах, и все ядерные технологии, любые, вот о чем бы вы сейчас ни говорили, они упираются в создание материалов. Мы создали материалы, поэтому реализовой атомный проект и наш дальнейший успех в ядерных технологиях связан с материалом. Пожалуйста, Надежда Васильевна. Благодарю, Михаил Валентинович, за переданное слово. Сегодня уже отмечалось, что современное материаловедение действительно призвано воплотить самые смелые и даже фантастичные идеи ученых и инженеров. Атомная отрасль, 80-летие, которое мы празднуем в этом году, всегда была колыбелью материалов-рекордсменов. И эта колыбель с самого начала находилась в руках крупных ученых-материаловедов. Сейчас эти знания бережно хранят Курчатовский институт и предприятия Росатома. Благодаря накопленному опыту те задачи, которые решаются на предприятиях Росатома, не ограничиваются только лишь созданием новейших материалов для атомной отрасли. Круг задач чрезвычайно широк. И мне бы хотелось, чтобы сейчас каждый из вас ответил себе на такой очень простой вопрос. Давно ли вы смотрели на звездное небо? И не просто смотрели, а задумывались над тем, насколько высоким должен быть уровень технологий, чтобы обеспечить долгий полет до Луны или до Марса, а желательно и туда, ну и, конечно, вернуться домой. Насколько выносливыми должны быть функциональные материалы, которые работают в очень серьезных условиях, как по температуре, так и по механическим нагрузкам, и еще должны обеспечивать работоспособность довольно серьезных установок. Наш коллектив занимается именно такими материалами. Это тугоплавкие металлы и их сплавы. Эти материалы можно сравнить со спортсменами-экстремалами. Они надежны в особых условиях эксплуатации. Это температура выше 1300 градусов Цельсия, серьезные механические нагрузки и радиационное воздействие. Наши материалы являются сердцем новейших видов уникальных высокотемпературных ядерных энергодвигательных установок. Мы считаем своим достижением разработку технологий и оборудования для создания монокристаллических заготовок сложной формы. Это обеспечило надежность их свойств при недостижимых ранее температурах и нагрузках. Именно комплекс механических свойств и радиационная стойкость выгодно отличают наши материалы. Надо сказать, что мы, конечно, не останавливаемся на достигнутом. Мы видим успехи наших китайских коллег в области тугоплавких сплавов. Эти работы нас, безусловно, подстегивают, ведь ученые — это тоже в некотором роде спортсмены, и нам важно сохранить свое лидерство. Надо сказать, что уже сейчас развитие наших работ позволило создать материал для использования в перспективных двигательных установках для высокоскоростных полетов в воздушной среде. Для тугоплавких металлов ранее это было недостижимо, и мы активно работаем над увеличением ресурса таких материалов. Конечно, научное значение наших работ не заключается только в создании определенного состава сплава, ведь форма изделия, она также бывает сложна. И здесь мы, как и коллеги, применяем современные аддитивные технологии, цифровые методы. И может быть, к сожалению, на наш взгляд, кажется, что, к счастью, для тугоплавких сплавов невозможно использовать уже существующие принтеры. Именно поэтому нами были спроектированы специальные аддитивные установки, которые позволяют качественно работать с такими материалами. Конечно, те разработки, о которых я сейчас говорила, они имеют малый объем производства. Но ведь перспективы применения тугоплавких сплавов, они не ужимаются только лишь в очень узкую специальную область в космосе. Конечно, нет. Мы надеемся, что будущее поколение молодых специалистов уже будут трудиться над разработкой миниатюризированных энергетических установок. И, возможно, эти работы будут в тесном сотрудничестве с Российским научным фондом, с коллегами из Курчатовского института и из профильных вузов.
Даже сейчас уже большая часть таких амбициозных работ, она находится в руках молодых специалистов, молодых инженеров. И сегодня я рада представлять такой коллектив. О чем может мечтать молодой коллектив с такими еще, в общем-то, юными душами? Конечно, о том, чтобы то, во что они складывают свои знания, время, нервы и иногда даже здоровье, получалось. Чтобы наши тугоплавки и сплавы покорили космос, выполнили там свое назначение и обязательно нашли свое применение в обыденной, в земной жизни. А это невозможно без развития российской сырьевой базы тугоплавких, без активного внимания и такого трепетного отношения производства и промышленности. А мы, в свою очередь, уверены, что уникальные российские разработки с нашими тугоплавкими сплавами обязательно найдут достойный отклик в мировом научном сообществе. Благодарю. Правильно я понимаю, что вам как раз и нужны вот эти редкие редкоземельные металлы, да? Да, все верно. Что предлагаете, что будем делать? Развивать наши месторождения, вспоминать о них. А вы изучали вот эти месторождения? Хотя бы так вот интересовались, где, что, как можно добывать? Кроме Якутии. Якутия, все знают, наверное, что есть. А кроме Якутии? Я расскажу один секрет. Я геолог. Я с геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Поэтому, да, изучали, конечно. И мы очень надеемся, что все-таки молибдено-вольфрамовое тарнаусское месторождение, оно воспрянет духом. Наша кафедра в свое время там очень много работала. Ладно, хорошо, я тоже это имею в виду. А что все-таки с полетами на Марс? Можно долететь туда живой клетки и вернуться назад? Только по-честному. Надо же узнать, что там. Где? На Марсе? Там. Так на Марс эти аппараты летают, летали уже не один раз. Клетка может долететь туда, живая, и вернуться живой? Но мы надеемся, что сможет. А уже долго ли она там протянет, это другой вопрос. Вот с учеными. Как быть с учеными? Так, понятно. Тяжело вам приходится, Николай. Просто мне некоторые коллеги говорят, что это невозможно. Невозможно. Значит, когда-то Королев думал об этом, говорил, что нужно в водяной оболочке лететь, тогда клетка долетает туда и обратно. Но это невозможно в силу того, что аппарат получается такой огромный, что его не запустить и не транспортировать туда даже с помощью разрабатываемых нами ядерных двигателей для космоса. Большой аппарат получается. А вот других материалов вроде как и нету, которые защищали бы биологический материал, живую клетку. Нету? Это, возможно, наши планы на будущее. Хорошо. Нужно выделить финансирование, так я понимаю. Хорошо. Вам спасибо большое. И, конечно, все, что касается вашего направления работы, тугоплавкие сплавы, это чрезвычайно важная вещь. Это мы прекрасно понимаем. В правительстве коллеги понимают. Будем все делать все, чтобы помочь вам, поддержать. Спасибо.